Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, почему же нельзя спать ногами к двери. Что за народные приметы, суеверия и традиции нам остались от наших предков. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы считаете, что эта информация будет полезна и важна. Вы знаете, еще в древности появилось такое поверье, что человек не должен лежать во время сна так, чтобы его ноги были перевернуты в сторону входной двери. Причем в примету настолько верили, что даже в небольшом доме с внушительным количеством членов семьи спальное место всем подбирали так, чтобы ноги не смотрели в нужную сторону. И вы знаете, многие все-таки наши предки говорили о том, что нельзя спать ногами к двери. И чтобы разобраться в этом вопросе более детально, давайте вместе с вами изучим народные приметы и поговорим, почему же так нельзя. Вы знаете, нет достоверной информации, откуда же появилась подобная примета. Но поверье относительно правильного расположения спящего человека во время сна и выбора определенного места в доме для кровати было давно. Многие из нас, наверное, помнят предостережения наших бабушек или советы знахарок. Что-то подобное могли услышать и те, кто хоть раз обращался к магам, гадалкам и колдунам. Чтобы найти ответ на вопрос, можно ли спать ногами к двери, стоит обратиться к наследию скандинавских и славянских народов. Причем, если раньше это было поверьем или приметой, то сегодня, вы знаете, даже научно доказано наличие геопатогенных зон, торсионных полей и энергетически неблагополучных мест. Поэтому правильное расположение тела во время сна не миф, а подтвержденный наукой факт. Если мы возьмем ученых, которые занимаются изучением энергетических полей и потоков, они считают, что именно через двери в дом входит разная энергия, при этом и положительная, и отрицательная. И если во время сна человек находится на пути положительного потока, то он просыпается хорошо отдохнувшим, бодрым, свежим и активным. Иногда даже его самочувствие улучшается. Но если спящий расположен на пути потока с отрицательной энергетикой, то после сна он будет чувствовать себя намного хуже, поскольку энергия, входящая через двери, стремится покинуть дом через окна. И спать ногами к двери, ведущей из комнаты, вредно как для физического, так и для эмоционального здоровья. Разбираясь в истории происхождения поверья, стоит не забывать и об экстрасенсах, которые также считают, что дверные и оконные проемы, а также зеркала в доме выполняют функции порталов между настоящим и потусторонним миром. Через эти так называемые своеобразные двери в дом проникают различные духи, которые способны забирать у человека жизненные силы и разрушать его астральное тело. По этой причине они не советуют спать так, чтобы ноги были повернуты на двери или окна. Также спящий не должен и отражаться в зеркале. Поэтому очень важно заранее правильно выбрать место для кроватей, чтобы на протяжении ночи все члены семьи спали с учетом наших советов наших предков. Никто точно не знает, подтверждены ли описываемые приметы или нет, но в любом случае рисковать не стоит, тем более, если человек суеверный. В любой комнате можно поставить кровать таким образом, чтобы не спать вперед ногами к двери. Теперь давайте немножко разберемся, что значит спать к ногами двери согласно народным приметам. Вы знаете, раньше считали, что человеку спящему подобным образом всю ночь будут сниться страшные сны, из-за чего он плохо отдохнет и проснется в тревожном состоянии. И у разных народов существуют приметы на этот счет.
Например, славяне считали двери своеобразным порталом, который соединяет разные миры. И они верили, что через двери в дом проникают темные силы и воруют души. Поэтому такой человек может и вовсе не проснуться утром. Этому поверью есть простое объяснение, ведь иногда дети и взрослые умирали во сне, а объяснений этому в те времена не было. Также через двери в дом могут проникнуть и дикие звери и злодеи. И самым уязвимым перед ними будет человек, спящий ногами к дверному проему. Некоторые древние народы верили, что во время сна душа человека на время покидает его и летает по другим мирам, изучая их. Она также может посетить ад, но покинуть его ей будет намного сложнее, чем попасть туда. Если до утра душа человека не успеет вернуться в тело, то он умрет. Они также считали, что именно через двери дух спящего проникает в другие миры. Поэтому старались спать от нее как можно дальше, чтобы души по ночам не посещали ад, из которого сложно вернуться. Также считается, что ночью на свободу выходит разная нечистая сила. Она заглядывает в дома, и если человек спит ногами к двери или к окну, то это для демонов большое искушение, и они непременно захотят схватить и вытянуть душу. Конечно же, с дверями связано и много других примет, которые указывают на то, что дверной проем – это энергетически неблагополучное место. Например, через дверной порог нельзя передавать предметы или здороваться с другими людьми за руку. В дверях нельзя подолгу стоять, лежать или, как вариант, сидеть. И чтобы различные приметы не оказывали на вас негативного влияния, их просто не нужно бояться, что случится что-то плохое, потому что именно страх является настолько сильным чувством, что может вызывать длительный действительно стресс. Человек начинает постоянно пребывать в стрессовом состоянии, начинает плохо себя чувствовать, у него начинают происходить проблемы на работе, в личной жизни и даже уменьшается доход. И причина начинает уже не именно кроется не в расположении только к кровати, но и в самом человеке. Поэтому, если человек уверен, что примета не случайно и непременно сработает, но кровать переставить в другое место вы не можете по каким-то причинам, остается закрывать по ночам дверь. И тогда поток плохой энергии через помещение прекратится, а различные нечистые силы не смогут проникнуть в комнату. При перестановке мебели мы советуем не только выбирать подходящее место для кровати, но и переносить зеркало, если в нем отражается спящий человек. Также полезно спать головой в нужном направлении относительно сторон света. Если ваша кровать стоит изголовьем к окну, то переставить ее не получается, то на ночь просто задергивайте занавески, для того, чтобы минимизировать негативное воздействие оконного проема. Подобный прием будет полезен и с другой точки зрения, потому что доказано, что лунный свет негативно воздействует на спящего человека. Поняв, почему нельзя спать ногами вперед к двери, стоит выбрать и подходящее место для кровати. Помните о том, что ваша кровать должна стоять так, чтобы у изголовья была опора, например, стена или шкаф. Идеальное расположение тела, когда вы спите головой на север, а ногами на юг. Так поток энергии будет идти в нужном направлении, защищая, соответственно, вас от головных болей, усталости, стрессов и конфликтных ситуаций. Вот сегодня мы хотели с вами поделиться, друзья, такими секретами, для того, чтобы вы знали, как же все-таки правильно спать в своей кроватке, для того, чтобы просыпаться утром свежими, бодрыми, в прекрасном настроении и расположении духа. Теперь вы знаете, почему нельзя спать ногами к двери, и если вы действительно спите так, но по разным причинам вы все-таки не знали, условно, 10 лет, да, про это назад, мы много чего не знали еще лет 10 назад, то в таком случае вы можете воспользоваться нашими советами, которыми мы рекомендуем вам провести в своем квартире
или в своем доме. Ну а всем мы желаем благополучия, достатка, изобилия. И пусть все ваши мечты обязательно сбываются.